Здравствуйте, товарищи! Это седьмой выпуск карьеры КСП. Видео не выходили почти месяц, показатели канала рухнули, и сейчас возвращаемся к игре, с трудом вспоминая прошедшие серии. Но я напомню, в прошлый раз мы закинули на орбиты Дюны спутники связи, а в этом выпуске мы доберемся до поверхности Красной планеты. Кстати, большое спасибо за вашу активность. Когда я выложил последнее видео, нас было 150 человек. Спустя месяц нас уже 190. Канал растет, это заметно. Подписывайтесь, если тоже нравится контент, давайте собирать комьюнити. А теперь к делу. Помните луноход, который я строил во второй части? Вот и я не помню, а такой есть. Я не смог отправить его на Луну ввиду технологической отсталости космического центра, но теперь все заиграет новыми красками. У нас есть способы закинуть его наверх. Я планирую отправить его на Дюну, поэтому удалил старую ракету-носитель и начал модернизировать сам дюноход. Сначала нужно разобраться с электрикой. Я поставил батареи большего объема, установил новые солнечные панели, научный модуль с твердотопливными двигателями для отвода ступеней. Также на дюноход был установлен ретранслятор. Я расширил колесную базу и спрятал компактную сворачиваемую солнечную панель на случай повреждения больших. За кадром я его пообкатывал, и он себя показал отлично. Также я установил руку-манипулятор, чтобы сканировать камни и различные объекты на поверхности планеты. Посадку планирую реактивную с одновременным использованием тормозных парашютов. Сначала хотел поставить двигатели венец, но их не хватило, поэтому возвращаемся к нашим любимым стукачам. Вот и испытательный полет для него. Дюноход переворачивается из-за потока воздуха, но его стабилизируют тормозные парашюты, и посадка проходит удачно. Я накрываю его обтекателем ракеты и отправляю на орбиту. Как вы могли заметить, на нем стоит два стыковочных порта. Он станет частью нашей сборной конструкции межпланетного корабля. Теперь переходим ко второй части челнока. Это спутник для анализа руды на Дюне. Он нам точно пригодится для установления связи, так и для исследования Дюны. Установил на него монотопливные баки, чтобы можно было перемещать. Груз легкий, конструкция простая. Также стыковочный порт внизу. Закидываем на орбиту и оставляем. Третьей частью межпланетного корабля должна стать посадочная капсула с кирбонавтами. Я взял старый корабль «Наука Муна», разобрал ракету-носитель и добрался до посадочного корабля, добавил на него побольше монотоплива и также отправил на орбиту. В итоге мне показалось, что его топлива не хватит для посадки, лучше собрать улучшенный вариант и только потом отправить его на орбиту.
этот раз я застыковал наш челнок с карбонавтами и дюноход, перекачал топливо и выбросил ненужную ступень, освободив стыковочный порт. Четвертой и завершающей ступенью станет кораблю тягач с большим топливным баком и эффективным вакуумным двигателем Скиф. Сначала мы пристыкуем его к нашей полезной нагрузке, а потом отправим на орбиту вторую ракету дозаправщик. Пристыковываем наш тягач и любуемся тем, что мы собрали на орбите. На орбите все еще вращается спутник, который должен быть пристыкован к нашему кораблю. Давайте это сделаем. Устанавливаем визуальный контакт с кораблем, отстыковываемся и на монотопливных двигателях продолжаем движение до стыковки. Вот такая картина получается, но есть нюанс. У нас не полный топливный бак на тягаче, поэтому придется запустить второй с большим количеством топлива, монотоплива, в целом более продвинутый на замену старому. Если не внести корректировки сейчас, то на орбите Дюны сделать это уже будет невозможно. Вот какие изменения в конструкцию я вношу. Увеличиваю количество отделяющихся блоков и более комфортно расставляю монотопливные баки по корпусу. Я подогнал новый тягач поближе к станции, отстыковываю старый, стыкую их вместе, переливаем топливо и оставляем один на замену другому.
Но есть нюанс. Я говорил, что пассажирский и посадочный отсек у нас не очень хороший, и его топлива не хватит для посадки на дюну, поэтому я его отстыковываю и пристыковываю к оставшейся части топливный бак. А кербонавты возвращаются на планету. При возвращении я переоценил свои способности и решил сделать реактивную посадку, что обернулось катастрофой. К счастью, без жертв. После такого позора космического агентства переходим к модернизации старой посадочной капсулы. Двигатели можно оставить, а топлива точно нужно больше. Добавляю отсоединяемые баки по краям и также оставляю научные модули. Отправляемся в испытательный полет. Она взлетела в атмосфере Кербина, а значит на дюне справится с торможением и посадкой. Конструкция получилась массивная, поэтому используем твердотопливные двигатели. Также стыкуем посадочный модуль к станции и возвращаем тягач на место. Любуемся собранной конструкцией и перекачиваем топливо. Мы проходим перицентр, поэтому поворачиваемся по движению и начинаем ускорение к дюне.
Я пытался строить маневр сам, но здесь я понимал, что топлива немного не достает, и воспользовался мехджеб для построения маневра. В итоге я включил пропуск ресурсов, и мне удалось его выполнить. Но рано радоваться, самое страшное еще впереди. Добираемся до апоцентра и начинаем тормозить. Я даже построил маневр, потому что боялся нехватки топлива, но все обошлось. Как только мы прибыли на орбиту, я отстыковал спутник с рудой, заранее заполнив его баки монотопливом. Спутник нужно вывести на полярную орбиту, иначе он не будет показывать залежи руды. Добавляем маневр и легко поправляем траекторию. Я оставляю его на этой эллиптической орбите и начинаю опускать орбиту оставшегося корабля. Для этого я погасил скорость, снизил перицентр до 41 км над дюной, и мы будем по чуть-чуть вращаться и оттормаживаться об атмосферу. После нескольких таких поворотов мне удалось оставить корабль на стабильной орбите. Ровно так же мы поступим и со спутником. Мы снизим его орбиту торможением об атмосферу и сможем сканировать поверхности залежи руды. Такой орбиты будет достаточно. Один из скриншотов, сделанных здесь, я выложил на вкладку сообщества.
Теперь перед нами стоит важный вопрос. Мы сожгли все топливо, нам нужно новое, чтобы заправить баки посадочной капсулы. Поэтому я запускаю два тягача на орбиту Кербина. Они еще немного модернизированные, обзавелись мощными антеннами, чтобы не терять связь на межпланетном этапе полета. Стыкуем их, перекачиваем топливо. На втором тягаче есть парашюты, поэтому сбрасываем его в атмосферу и открываем их. Возврат второй ступени и антенны. Я пропустил момент полета до Красной планете, но вы можете видеть, что я привез крайне мало топлива. Его не хватило для дозаправки баков посадочной капсулы. Надо что-то придумывать и придумывать срочно. Ведь карбонавты уже второй год болтаются на орбите, а я не могу дозаправить корабль. Старый тягач скидываю на поверхность планеты, чтобы посмотреть, какая там вообще обстановка. И вот опять запуск двух тягачей. Все идет по тому же сценарию. Стыковка, перекачка топлива, возврат второго тягача. В этот раз маневр сближения на орбите Дюны дались мне очень тяжело. В середине полета пропала связь из-за большого расстояния между Дюной и Кербином. Я пытался сделать маневры экономичнее, но снова привез мало. Также переливаем топливо в посадочную капсулу. Но у нас есть полные топливные баки дюнохода, и он все это время был готов к посадке на Красную планету. Я решаю отстыковать дюноход и скинуть его с орбиты. Давайте же посмотрим, как развернется наш план на практике.
Главное удерживать его дном вниз. Очень боюсь за солнечные массивы во время снижения. Приходится вручную работать РСУ, потому что на этом зонде нет стабилизации. Я не заменил его на более современный. Отлично, солнечные панели уже не испорчены, но атмосфера совсем не плотная, и мы кувыркаемся. Разворачиваю тормозные парашюты, но они не особо хотят переворачивать нас. В итоге они все-таки раскрылись. И вот в самый ответственный момент я увеличил тягу и оставил ровер без одного колеса. Он сразу покатился вниз, и я начал разбираться с тормозами. Остановиться получилось. Посадку можно назвать успешной. Провожу научные эксперименты. Ускоряю время и смотрю на инопланетный восход. У меня взят контракт на сканирование камня на дюне, поэтому буду пытаться выполнить его. Сначала я нашел метеорит, и это не то, что нам надо было. Пользуемся ретранслятором и сразу пересылаем научные данные домой. Так как мы все переслали, можно зажечь твердотопливные двигатели и отправить научный модуль в полет. Катаюсь по поверхности в поисках так нужного нам камушка, путаю камни параллакса и объекты КСП. В итоге откатываюсь и продолжаю искать. Даже на Минмусе найти песчаник было гораздо проще. Обнаруживаю какие-то бордовые камушки, проверяем, то это или не то.
Это, оказывается, каменистые формирования, а нам нужен именно камень с дюны. Также сразу ретранслируем данные и проматываем время, любуясь песчаной бурей. В итоге, проехав еще немного, я нахожу тот самый камень, сканирую его и отправляю данные на Кербин. Миссия дюнохода выполнена, и мы переходим в космический центр. У нас на балансе целых 1000 очков науки, и это только пересланные с ровера. Я изучил улучшенную посадку, ядерные двигатели, полевые исследования и беспилотные технологии. На этом закончим наш большой выпуск. Большое спасибо всем, кто досмотрел. На это видео ушло много времени, это было целых 8 часов геймплея, который удалось скомпоновать в 30-минутный видос. Я думаю, вы оцените старание и поддержите видео лайком, а канал подпиской. Спасибо за просмотр, товарищи, всем хорошего настроения, до встречи.